Привет всем! Сегодня я хотел бы обсудить такую тему, как мультиметры. Есть вот два таких мультиметра. DT830B и RM430B. Чем они отличаются, их свойства, чем лучше, чем хуже. Эти мультиметры относятся к разным поколениям приборов. Вот это более старшего поколения, вот это более продвинутого, скажем так. При помощи этого мультиметра можно измерять напряжение переменное и постоянное, ток переменный и постоянный, сопротивление до 2000 килоом. Все это переключателем устанавливается и щупами измеряется. В принципе, для обычной работы электрика этого вполне достаточно для устранения там короткого замыкания, нахождения где-то вот повреждений проводов и такой вот обычной текущей работы. Но все-таки я снабженцам заказал именно вот этот прибор, более продвинутый. Для чего? Вот в этом приборе вот вроде все хорошо, но нет подсветки экрана. То есть где-то вот в темноте, если работать, нужно его подсвечивать. Цифры не видно иногда. В этом неудобство. В нем нет фонарика. Ну и главное, из-за чего я заказал другой мультиметр. Вот эти мультиметры уже нового поколения, некоторые называют их умными мультиметрами. В чем их особенность? Здесь нету, как видите, никакого переключателя. Просто кнопка вкл. И дальше мультиметр сам определяет, для чего он в данный момент используется. Если, допустим, меришь напряжение, постоянное, переменное, он выдает на экран размер этого напряжения. Если никакого напряжения нету, а пытаешься какую-то проводку смотреть, он выдает сопротивление проводки. И в чем главный плюс у данного мультиметра? В том, что его практически невозможно спалить. То есть вот в этом приборе, если ты устанавливаешь переключатель на измерение сопротивления и по ошибке начинаешь где-то в сети мерить сопротивление, а там, допустим, или остаточное напряжение осталось, или забыл отключить по запарке, или забыл переключить флажок, то после такого прибор, как правило, сгорает и восстановлению не подлежит. Бывает, конечно, что срабатывает внутренняя защита какая-то вот, и можно там какой-нибудь предохранитель заменить и пользоваться дальше. Но, как правило, защита сработать не успевает, и элементная база этого прибора страдает. Но так как он в наше время стоит 250-300 рублей, иногда даже нет смысла заморачиваться с его ремонтом, тратить на него там несколько часов, выяснять, что именно сгорело, искать потом нужную деталь, заменять. Ну, как я уже сказал, у этого прибора есть фонарик и подсветка экрана одновременно. То есть в таких более пасмурных, темных местах с ним работать удобнее. Если оторвать вот эту вот наклейку, там будет такой же вход, и можно при помощи
этих щупов мерить и ток. Ну, так как в измерении тока у меня по работе необходимости практически нету, я даже наклейку так и не снимаю. Также у этого прибора есть функция искатель скрытой проводки NCV. Так, отключим подсветку. Пользоваться им очень просто. Если где-то есть в стене проводка, она находится под напряжением и по ней хоть какой-то ток бежит, то при нажатии этой кнопки и поднесении, слышите, он пикает и сигнализирует еще красным светодиодом. Ну вот и все, что я хотел сказать по разнице этих приборов и их функционалом. Так сам по себе вот этот прибор выполнен в более таком прочном корпусе. Он покрыт какой-то как обрезиненной такой оболочкой, которая, ну, получше держит удары. Хотя я, конечно, стараюсь электронные приборы не ронять. Здесь еще есть и вот такое вот удобное приспособление. То есть прибор вот так поставил и измеряешь там, что необходимо. Спасибо за внимание. Всем пока.